Планшет Lenovo, классный планшет Lenovo, 11-дюймовый, за $124. 25 года моделька, при этом которая качественно лучше, чем 24-го. И знаете, что это такое-то? Это Xiaoxin Pad от Lenovo 2025. И вот, если вы помните, я делал в прошлом году на 2024, у меня были вопросы, там был Snapdragon 685, и как-то так, ну все тоскливенько, Full HD экран, Full HD+. А что они сделали? Эти, вот, скажем так, интересные люди в Lenovo, они взяли и выпустили два планшета одинаковых. Ну, мы когда-то делали, кстати, Lenovo IdeaTab Pro, да, по-моему, или как он там назывался. Ну, короче, K11, он в Китае шел 12-дюймовый, 12,7, а это вот 11-дюймовый. Они взяли, выпустили K2 планшет, да, по-моему, K2. Ну, короче, потом посмотрим уже на AliExpress международную версию. И вот, пожалуйста, у нас есть вот этот вот Xiaoxin Pad, который стоит, извините меня, $124. Да, на китайской прошивке, китайская версия, но она русифицируется, украинизируется, без каких-либо вопросов, с Google сервисами, в металлическом корпусе, а теперь на секундочку, у которой экран больше и лучше, не больше, а именно больше по разрешению и лучше, ярче, чем у версии 24 года. То есть здесь 2,5К экран и яркость 500 нит против 400 нит. На секундочку. И здесь стоит у нас Dimensity 6300. Кто скажет, что нельзя поиграть? Да, можно. Есть две формулы памяти. 6 на 128, 8 на 128. Но можно расширить с помощью, скажем так, карточек microSD. И это тоже будет хорошо работать. И за $124, уж извините меня, этот планшет сейчас получается бескомпромиссный. Вот серьезно вам говорю, мы сейчас потестируем, мы полазим, мы вот, ну, даже фотографировать чего-то нормально, более-менее на открытом воздухе с хорошим освещением, ну уж извините, есть как есть, я должен говорить всю правду. Ребят, мы идем, сейчас его распаковываем, а потом смотрим, сколько стоит, где купить и, конечно же, тестируем. Но перед этим, пожалуйста, подписываемся, нажимаем колокольчик. Уж очень достойный планшет. Да, кстати, как и другие достойные планшеты, мы закинем в описании под видео. Потому что за эту цену вот прям топчик. Так что на канале Технозон, поехали. Так, планшетик Xiaoxin с Dolby Atmos. Да ладно, слушайте. Интересно прям посмотреть. Пломба сразу. Вскрываем. Видно, перепаковывали, либо меняли прошивку. Давай. Хотя нет, слушайте. Вот это, конечно, заприметят. Та-дам. Вот это да, почти угадал. Ну, китайская вилка, само собой, она нас не сильно волнует. Хотя он поддерживает, судя заявленным характеристикам, я думаю. Открываем? Да. Да, тут его и не выдернешь ее, ты понимаешь? О, наконец-то. Выдернули. Lenovo. Что такое 20? А ну, ты видишь, сколько там? 20. 20 ватт? Ладно, все нормально. Все-таки это же бюджетный планшет. Притом конкретно бюджетный. Открываем. Ну, думаю, класс. Ох и пакеты, слушайте. О, слушайте, а он прям прикольный. Смотрите, какой тонкий. Смотрите, какой тонкий, а. Посмотрите, какой тонкий. Снизу коннекторы под док-станцию. Он металлический, есть камера. Слушай, прям металл такой прикольный. Попробуй какой материальчик. Холодный, классный. Здесь у нас 4 динамика. Это хорошо для игр. Будет неплохо. Заявлена сертификация Dolby Atmos. Теперь, смотрите, кнопка блокировки. У нас есть с вами качельки громкости и микрофоны для работы с соцсетями. 3.5 выход есть. Хорошо. Зарядочка Type-C. А ну посмотрим, что у нас тут еще есть в комплекте. Есть скрепка. Скрепка нам нужна. И здесь у нас... отсюда все и выпало, да? Да. А скрепочка нам нужна для того, чтобы посмотреть, а еще достать надо. Что у нас там спрятано внутри? О, под microSD карту. Под microSD карту, пожалуйста, можно расширять еще память. То есть это такой самый-самый базовый планшет у нас получился. А ну давайте включим, посмотрим. Заряжен. О,
Смотри, какой экран прикольный. Ребят, я иду сейчас настраиваю и потом возвращаемся уже на тестах. Слушайте, ну мы на AliExpress. Xiaosin Pad 11 2025. Это тот же самый Lenovo K2, да, там, то есть если мы посмотрим на глобальной прошивке. Кстати, хотите обзорчик вот такого вот Lenovo Y700 2025? У меня есть. А ну, Леночка, принеси, пожалуйста, Lenovo Y700. Потому что K11 на глобальной прошивке стоит от 202 баксов. Вот почему вот эта китайская версия, вот K11 от 200 баксов. Почему я и говорю вам, что китайская версия. Кстати, смотрите, у меня легиончик есть вот такой вот. Это именно Y700 2025. Это прям топ планшет. Это просто топ планшет. Смотрите, 6 на 128 я конкретно здесь покупал. Стоит он $127, еще дешевле с нашим промокодом, если на aliexpress.com закупаетесь. 8 на 128 стоит $141. Хватит ли 6, решать вам. Если вы не играете в какие-то супер тяжелые игры, то нафиг не надо 8 на 128. Вообще я бы брал 8 на 128, но сегодня я покажу вам конкретно 6 на 128, как работает с играми определенными. 480 грамм вес, 2,5К LCD экран глазозащищенный, 2560 на 1600, мы все это проведем без, ну как они пишут, no flicker, без мерцания. Теперь Android 15, 7040 мАh батарея, задняя камера 8, передняя 5 мегапикселей. По камерам я отдельно скажу, но скажу что еще также, что в описании под видео есть все примеры видео и фото. 4 спикера с декодером Dolby Atmos и, конечно же, у нас есть GPS, немаловажный аспект, и Bluetooth 5.2 с Wi-Fi 5 ГГц. Слушайте, а что они тут показывали такого интересного? Они его сравнивают с Xiaosin Pad 2024. Там был Snap 685, здесь у нас Mediatek Tongxian 6300, то есть это тот же самый Dimensity, да, 11 дюймов экран, 480 грамм, тут был чуть-чуть легче, но здесь, видите, здесь экранчик реально 2560 на 1600, а там был Full HD+, 90 Гц, немаловажный аспект. Опрос экрана 180 Гц, 500 нит яркость, в старом было 400 нит. Что самое интересное, во всем остальном примерно одинаковый. Улучшили. Вот взяли и улучшили. И, кстати, знаете чего? К нему еще можно докупить вот этот вот стилус. Оригинальный, если он вам нужен. Лисичка, найдем стилус Lenovo, закинем ребятам в описании под видео. И еще один момент. Не стоит бояться китайской прошивки. Смотрите, есть 4 PDA, есть полностью локализация, два способа, я покажу и на русском, и на украинском, он становится планшет вообще без проблем. Есть официальные прошивки, ну, правда, под T336 FU, у нас 335, по 335 есть вот такой вот Xiaosin Pad 11, вот, пожалуйста, вот такая вот китайская прошивка. Это на Zuxos. Я думаю, что под него сделают и глобальную со временем. Планшет достаточно новый, но все русифицируется. Есть схемы, есть как это делается, и вообще не вопрос. Теперь 4 динамика, это мы уже на распаковке видели, и в принципе больше смотреть тут нечего. Давайте, наверное, пойдем с вами его протестируем и будем делать выводы. Так, теперь, друзья, у нас с вами планшет. Настроенный, русифицированный в данном случае, все делается, все очень даже просто. Смотрите, какая плавность. То есть, если мы с вами рассматриваем младшую версию 6 на 128, мы должны понимать, на что он способен. Начнем с того, что Antutu здесь набрал 402 баллов. Мы с вами видим некоторые интерфейсы китайского языка, но я вам объясню. Дело в том, что это все переименовывается, ничего здесь страшного нет. То есть эти все папки вы можете переименовать на любой язык, на какой вам заблагорассудится. Это вообще не вопрос. И, конечно же, нужно будет удалить все китайские приложения, которые здесь есть. И все, у вас фактически полностью рабочая версия с Google сервисами, потому что давайте перейдем в настройки. Это все в самих настройках регулируется. Слушайте, ну такой он яркий вообще. Давайте я, может быть, на камере чуть-чуть перекручу. Ну совсем яркий. Объясню. Это даже вот половина яркости экрана. Половина яркости экрана. Я боюсь, что будет пересвет на камере. И вот видите, мы сразу видим, есть
AI-транскрипция, то есть и здесь фишки есть, режим чтения, автояркость, сканер QR-кодов. Слушайте, очень много разных приколов. Режим ПК, ну к режиму ПК мы сейчас вернемся. Мне хочется вам показать конкретно, смотрите, в настройках есть у нас Google, сейчас, вот, Google Basic Services. Вы можете просто-напросто зайти и активировать базовые Google сервисы, после чего у вас появляется Play Market полноценный. Смотрите, Google Play Market, вот он. И уже в нем вы можете установить все, что вам заблагорассудится с поддержкой Google аккаунта. Тут вообще вопросов нет. То есть планшет у нас полностью рабочий, все отлично. Русификация происходит через Set Edit, обыкновенная русификация, все очень правильно и хорошо работает. Давайте здесь чуть темный экран, чуть добавим яркости, чтобы вам было видно буквы. Я вам уже показывал на 4 PDA, как это все делается. По каким-то там тестам системным он классно подходит для всего чего угодно. Тут еще, кстати, нам надо будет найти какой-то, допустим, сервер, который сейчас способен выдать хорошие цены, хорошую скорость. Давайте попробуем. Давайте стартуем по умолчанию. Здесь 5 гигагерцовый модуль стоит Wi-Fi. Ну вот для Dimensity 6300 это хороший показатель, 340 мегабит на загрузку. То хватит практически для всех каких-то моментов использования планшета. Вообще не вопрос. Давайте сейчас дождемся 343 на 360. Можем протестировать с вами 2.4. Давайте диапазон. 2.4 подключилась. Давайте спид-тест стартуем. И для 2.4 ГГц прям идеально. 113-114 мегабит это очень хороший результат. Как бы тут вопросов нет. 113 на 123. Конечно же, можно здесь смотреть все, что вам заблагорассудится. Какие-то там мультимедиа, допустим. Вы можете смотреть любые ролики. А вот, кстати, наш ролик, я уже смотрел на нем. И сейчас оценим звук с вами. Ну. Следя углы обзора. Углы не самые лучшие, но при этом достаточно хороший экран. Яркость. Мне нравится яркость. То есть, если выкручивать яркость, допустим, да, там, то совсем яркий становится и прям приятно смотреть. Даже пересвет небольшой появляется. Звук хотелось бы немножечко громче, немножечко басовитей. Звук на 4 динамика. Это плюс. Почему? Потому что, когда вы играете, можно закрыть руками, будете все равно слышать. Куда тебе еще громче? Не, ну он не такой базовитый. Тут лиса пришла. Лиса пришла. Да, ну цена. Да, вот понимаете, вот эти все мои моменты, это все, короче, перекрывается его ценой. Проигрывает он в 1080p 60 Гц. Давайте 2К 60 Гц попробуем. Слушайте, да нет, звук отличный. Пространственный, да, не такой басовитый, как хотелось бы, но сам факт остается факт. Никаких но. Мне вот тут уже дали установку, никаких но. Слушайте, ну отлично, отлично. Прям вот вы можете здесь смотреть любые стриминговые сервисы, вы можете смотреть ютубчик, вы можете... Смотрите, фоновый режим включился. Давайте закроем. Теперь, смотрите, режим ПК, режим персонального компьютера, это тот случай, когда у нас с вами есть реальный режим полноценного ПК. При подключении клавиатурки вы можете чего-то делать. Сейчас мы проверим. А ну, лисичка, нам знаешь, что надо? Нам нужно проверить, насколько может ли он воспроизводить на монитор. Чего? То есть, ничего, сейчас смотри. Сейчас я сам все сделаю. Сейчас вот к нему, есть ли у него MHL? Пробуем. Еще покажи. Ничего. Нет, к сожалению, он не поддерживает вывод на мониторы. Ну, сам факт за $125, опять же, мы сильно не предъявляем ему претензий. Спасибо. Да. Но режим ПК у нас полностью рабочий. То есть это у нас многооконный режим. Давайте открываем чего-то. Тут каких-то там разных... Ну, это я открыл какой-то App Store, который нам не нужен. Вот. Давайте там Google фото откроем. Но хочу опять же сказать. Дело в том, что в ПК-режиме при русификации теряется работа с 3 точками. То есть передвигать окошки я, к сожалению, не могу. Могу их только закрывать.
То есть никак я их переместить, эти окошки, не могу. Пропали 3 точки, по 3 точкам работать нет. Ну, тут уж либо прошивку морочить себе голову, делать полноценную глобалку, либо вообще не морочить себе голову с этим режимом ПК. Я вам просто рассказываю всю правду. Мы же ведь его оцениваем как планшет, да, в целом. Теперь давайте посмотрим с вами AIDA 64. Здесь мы видим Lenovo. Это у нас TB335FC на MT8755, 6 на 128. Центральный процессор 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц и 2 ядра Cortex A76 по 2,6 ГГц. 64 бит. За отображение отвечает у нас реклама. Понятно, давайте закроем ее. За отображение отвечает Mali G57MC2 с разрешением экрана 2560 на 1600 на 90 Гц. Немаловажный аспект, при том, что у нас, видите, давайте, 276 dpi. Сеть мы уже с вами проверили. И батарея 7040 мАч. Очень даже неплохо. На Android 15 Vanilla Ice Cream. По температуре. У нас нет доступа к температуре, только температура батареи, поэтому особо тут морочиться с каким-то тротлинг-тестом не будем. Не будем в целом, я вам скажу, я не заметил особо большого нагрева, да, и не является Dimensity 6300 горячим процессором как таковым. Кстати, все время хочется поудалять вот эти вот все китайские приложения. Подключать, поудалять. Вот видите, его можно отключить. Чего мы и делаем постоянно. Теперь давайте посмотрим с вами в настройках. Мы с вами перейдем в настройки. Я вам покажу кое-какие моменты. То, что там есть точка доступа VLAN, непонятно для чего, это все понятно. Персональные настройки — это украшалки в экране. В экране у нас есть и адаптивная яркость, есть цветовой режим, режим защиты чтения, режим защиты зрения, режим чтения есть. Давайте включим чуть больше экран, потому что постоянно уходит. Теперь другие настройки экрана, уровень заряда. Сейчас, активация поднятием. Нет, меня интересует чуть-чуть другое. Не вижу, спрятали, видите, 90 Гц, управление частотой экрана очень сильно хорошо спрятали. Ну, тоже такое бывает, что я могу сказать. Не вижу здесь, в других настройках экрана ее тоже нету. А ну, напишите мне, кто пользуется таким планшетом, может быть, вы знаете. Так, по звуку. По звуку профили Dolby Atmos есть, да ладно, слушайте. Теперь фоновые звуки отключать. Ну и в принципе все. Так, биометрические данные, пароли, это нам не совсем интересно. Ага, AI Lens. Ну, это типа по типу Google Lens. И транскрипция, AI транскрипция. В принципе, тоже нормальная тема. Интересно, она. Функция транскрипции ИИ включена. Автообнаружение китайский. Язык перевода английский, японский, корейский. Ну, тут уж как есть. Пока что это все развивается только на их рынок в таком варианте. OneVision. Так, вот теперь другие приколы. Есть у нас Smart Split, есть у нас плавающие окна и есть разделение экрана. Вот так вот все это работает. А ну давайте попробуем разделение экрана. Сейчас какой-нибудь откроем переводчик. А ну давайте, раз, два. О, вообще тема. Слушайте, здесь можем открыть второе. Так, все, разделение экрана, окна, все работает. С этим вопросов нет. Что у нас еще есть? Обучение. Так, ассистент обучения, стилус и клавиатура. Сюда можно стилус подключить, если у вас есть совместимый стилус, кстати. Расширенные возможности, режим ПК, периферийный режим. Вот. Ну, лабораторные функции, это у нас просматривайте видео в полном экране без прерываний. Это такой себе ассистент по видеозвонкам. Интересует больше периферийный режим. Это кеймейпинг, если вы хотите подключить, допустим, клавиатуру, мышь и играть именно с ними. Здесь есть встроенный кеймейпинг. Не такой крутой, как, допустим, в игровых функциях. Ну, вот мы, например, здесь выбираем игру, для которой это хотим сделать. Здесь у нас есть там, видите, готовые профили для каких-то игр. Либо можем это сделать для отдельно установленных игр на текущий момент. Например, Delta Force у меня. PUBG, видите, у меня включено, да, там может быть периферийный режим для него включен. Классная тема, вообще просто обалденная. Теперь батарея, игровой помощник Google и о планшете, тут имя устройства, ну имя устройства вы поняли, да, K11.
Короче, тут больше нам ничего интересного нет. А что еще мы здесь можем сделать? Да, ничего, мы посмотрим с вами камеру. Вот камера, как сказала Лисичка, она у нас обычно камеры тестирует. Все оригиналы фото у нас лежат в описании под видео. Я вам скажу, внутри помещения она уходит немного в теплый цвет. И получается, в принципе, не совсем естественные фото. Но что касается открытого воздуха, хорошего освещения, то, как она сказала, на свои деньги прямо топ. Вот на свои деньги прям топ. Оригиналы фото в описании под видео. Вы можете перейти, посмотреть на качество. С экспозицией так-сяк, конечно, есть определенные вопросы. Но в целом, я вам скажу, для планшета за 100 с чем-то долларов, это прям вот отличный вариант. Смотрите. Конечно же, стабилизации никакой нет. То есть мы видим, что она держит в руках статически, оно немножко колеблется картинка. Ну, это есть как есть. Тут уж мы, скажем так, делаем скидку на то, что... Вот, видите, стабилизации нет никакой. Да, и видео получается, откровенно говоря, ужасное. Я говорю конкретно про фотографии. Фотографии, в принципе, для планшета очень даже неплохие. Это не камерафон, это не планшетофон. Вот, смотрите, экспозиция чуть гуляет, да, с экспозицией проблемки. Но, какая цель у нас фотографий на планшете? Счетчики, документы, возможно сфотографировать что-то, что не является, допустим, там, каким-то обязательным моментом. Да? То есть мы не фотографируем тут лица, не фотографируем тут какие-то мероприятия, но для видеосвязи, для, допустим, просто обыкновенной фото, то мы можем с вами делать все здесь достаточно хорошо. Я сейчас попробую, знаете, что сделать? Я сейчас попробую специально для вас записать сэмпл видео фронталки. Друзья, привет! Вот такое вот видео у нас получается при тестировании. Ну вот, ля-ля-ля, жу-жу-жу. И, конечно же, надо фото сделать, фронталочку. Хо-хо. Короче, что-то нафотографировали. По камере такая, знаете, твердая тройка из 6 из 10. Ладно, шучу. Давайте во что-то еще поиграем и, в принципе, будем делать выводы. Для тестов мы использовали самые наши любимые игры, на которых можно действительно оценить быстродействие планшета. 6300 подходит для массового гейминга. Какие-то 3А проекты, конечно же, играть мы не рекомендуем. Мы попробуем здесь в настройках поставить, допустим, там среднюю детализацию 30 FPS. И я думаю, что это вполне будет нормальный момент. Ну, попробуем. Сейчас мы... Все, мы обнаружили его, датчик. Давай, нажимай. Ну, найти источник сигнала. Есть. Игра, кстати, Shadowguns Legends очень даже, знаете, хороша для таких целей. Сейчас попробуем пострелять. Так, нормально. Так, поехали. Угу. Слушайте, я бы даже ставил бы 60 FPS. А ну давайте 60. Поехали. Отлично. Средние настройки 60 FPS. Можно потягать. Даже вот 6 гигабайт оперативной памяти. Я вам скажу, достаточно неплохой вариант. Так, взяли. Сейчас тут еще 2 будет у нас таких чуда. Мы сейчас туда, наверное, шуганем какой-то штукенцией по типу вот этой штуки. Давай. Зачем я это сделал? Капец. Не, все. Тут, в принципе, все хорошо. По Delta Force. Здесь мы выставляем стандартное качество на средних FPS. Тогда, в принципе-то, у нас получается качественная, скажем так, достаточно неплохая игра по своим динамическим характеристикам. Давайте чуть-чуть сделаем вот так вот. Так, по Delta Force. Как мы видим, средние настройки. Я бы даже рассчитывал, можно было бы поставить чуть побольше настроечки и побегать. Но нам здесь больше важна динамика, да, чем само по себе качество.
А ну, поехали. С какими-то ботами побегаем, постреляемся. А представьте сюда, конечно, вот аппаратный режим, да, вернее этих. Режим клавиатуры мышки вообще было бы топ. Вообще было бы топ. Не, в принципе, я вам скажу, вот даже на планшетах такого уровня за 125 можно поиграть и не морочить себе голову. Все, приколопуцали. Ну, что ж ты сделаешь? Ну и, конечно же, паб. Куда же без пабга? Сейчас куда-то высадимся и посмотрим, что у нас будет по производительности. В принципе, я вам уже могу сказать, что очень неплох планшет за свои деньги. За свои деньги прям топ. Потому что за эти деньги вы навряд ли найдете конкурента там, с таким достаточно ярким, хорошим экраном, да, на котором можно поиграть, на котором можно, допустим, там, режим ПК получить. Можно купить международную версию, да, глобалку К11, но она будет стоить совсем других денег уже, да. И тут вот мы с вами имеем вариант сэкономить. Слушайте, давайте сейчас приземлимся, выставим какие-то настройки, посмотрим, вернее, какие настройки нам дает по умолчанию. И сейчас посмотрим, что у нас получится. А ну, по звуку в игре. Сейчас погромче сделаем. Так. Так, по настроечкам, по графике. У нас дает баланс. Давайте попробуем настроить баланс на ультрачастоте. Да ладно, слушайте, ну 90 Гц, походу, оно поддерживает. А ну, сейчас посмотрим. Эх, к сожалению, не игровой у нас планшет. В том плане, что нельзя вывести, как, например, на Lenovo Yoga, да, который у меня есть, кстати, тоже игровой конкретно. Там есть оверлей с FPS и со всем остальным. В целом очень даже неплохо. Я вам могу сказать, что за эти деньги это прям... Ой, как громко. Это прям очень громко. Это нет, топ, слушайте, но я могу сказать, что уже на текущий момент можно спокойно играть. Я, в принципе-то своем готов пройти и прорезюмировать данный планшет. Больше мне про него сказать нечего. Ну, как вы думаете, буду я его рекомендовать или нет? Ребят, я его рекомендую. Рекомендую. Вот хотите 6 на 128, если сильно там не играете, то его с головой хватит. Для всего практически. 8 на 128, 8 на 128 за $140 это все равно охренительный планшет. И мы получили с вами модель 2025 года с хорошим более-менее звуком, с нормальным экраном. Потому что, давайте вот на чистоту, вот что можно взять, это же в Украине, что можно взять на местном рынке? Я не буду называть бренды. Местный сбор, вернее, ну такой OEM, так типа, за эти деньги я не возьму даже этого. Вот такого уровня планшет я не возьму. Поэтому, ребят, мои рекомендации самые лютые. Он войдет в топ бюджетных планшетов 2025 года от нашего канала. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.